Всем привет, катаны, с вами Мидзуки. И это точно 7-я часть фанфика «Пойму тебя без слов». Я хочу сделать небольшое объявление. Так как начался учебный период, я не всегда смогу выкладывать фанфики, не каждый день, и скорее всего в основном по выходным. Я думаю, вы меня поймете и простите. Ну что ж, я думаю, пора перейти к просмотру. Поехали! Хочешь ли ты быть моей девушкой? Полностью покрасневший, спросил кот. Кот, ты болен? Хочешь встречаться с самой неуклюжей девушкой Парижа? Серьезно? Почему бы и нет, принцесса? Хотя, знаешь, я согласна. Правда? Кот резко встал из-за стола и обнял меня. Кот, ты меня задушить решил? Принцесса, я очень рад! Но как же Леди Баг? Перебив кота, спросила я. Она не согласилась бы. Я не хочу слышать отказ от нее. Я опозорюсь. Эх, у меня то же самое, сказала я в ответ, обняв Нуара. Мы стояли в обнимку минут 5, и кот решился поцеловать меня в ту же щечку, что и Адриан. Затем он сказал: «Принцесса, до завтра!» «Пока, котенок», — сказала я, проводив кота своим взглядом. Я легла на кровать, и тут вылетела Тики. «Маринет, почему ты согласилась?» «Тики, я не знаю». «Но ты ведь любишь Адриана!» «Тики, наверное, я рехнулась, но мне кажется, что у меня такие же чувства к коту, как и к Адриану. У них есть что-то общее, и порой мне кажется, пусть это прозвучит смешно, что Адриан и Нуар — это один и тот же человек». Тем временем у Адриана: «Блак, вылетай!» «Ну и зачем?» «Что?» «Зачем ты предложил ей встречаться?» «Тебе не понять. Ты любишь только этот вонючий камамбер. Маринет, она хорошая. Не знаю почему, но она напоминает мне Леди Баг. А еще она готовит очень вкусные печеньки». «Но ты ведь мог предложить ей встречаться в настоящей жизни, как Адриан, а не как кот». «Понимаешь, Плак, я не хочу, чтобы она краснела, находясь со мной. Чтобы ей было некомфортно быть рядом со мной. Да и когда я кот, мне проще разговаривать с ней». «Знаешь что, Адриан, Маринет это...» «Маринет, суперкот ведь это...» «Маринет, мы вернулись!» «О нет, Тики, прячься!» «Но Маринет...» К вами не успели договорить, и в комнату супергероев зашли родители. А что произошло дальше, вы узнаете в следующем фанфике. Слушайте, катаны, у меня к вам предложение. Если вы успеете до воскресенья набрать 1000 лайков, то тогда я выпущу сразу 3 или 4 части фанфика «Пойму тебя без слов». А если наберете 800 до воскресенья, то тогда я выпущу 2 части «Пойму тебя без слов». Ну что ж, добавляйтесь ко мне в ВК в друзьяшки, вступайте в нашу группу, в которой сейчас проходит конкурс. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем добра и всем пока-пока!